Урок 1. Большая игра. Привет, Анна. Ты купила билеты на большой матч сегодня вечером. Готов поспорить. У меня есть билеты прямо здесь. Я так рада, что это будет потрясающая игра. Отлично. Не могу дождаться. Вы не забыли взять с собой закуски и напитки для поездки? Конечно. У меня есть целый кулер, полный вкусностей. Нужно заправиться на все эти аплодисменты, верно? Ха-ха. Определенно. Ничто не сравнится с едой на стадионе, но лучше взять с собой что-то свое. Совершенно верно. Кроме того, это позволит нам сэкономить кучу денег на концессионных киосках. Хорошая мысль. Хорошо, значит, все готово. Что еще нам нужно сделать перед отъездом? Дай мне подумать. Убедитесь, что у вас есть удостоверение личности и билеты, готовые к отправке. Не хочу застрять у ворот. Ах да, хороший звонок. Перед отъездом я еще раз проверю, что у меня все есть. Не хочу их забывать. Конечно. Это будет очень весело. Я уже слышу рев толпы. Я тоже в восторге. Хорошо, давайте сделаем это. Пора поболеть за хозяев поля. Урок 2. Вежливые встречи. Простите, Анна, у вас есть минутка. Конечно, Джон. В чем дело? Я хотела узнать ваше мнение по одному вопросу. Я стараюсь быть вежливее в повседневном общении. Отлично, Джон. Вежливость имеет большое значение. Над какими вещами вы работали? Что ж, я стараюсь чаще говорить «пожалуйста» и «спасибо» и закрываю двери для людей. Это прекрасные примеры. Проявление элементарной вежливости действительно может изменить ситуацию к лучшему. Именно так. Кроме того, я стараюсь внимательнее относиться к своему тону и языку тела. Совершенно верно. Сохранение дружелюбной и открытой позы во многом способствует доступности. Определенно. Я хочу убедиться, что я не буду выглядеть грубо или пренебрежительно. Понимаете? Определенно. Такие мелочи могут сильно повлиять на то, как вас воспринимают люди. Совершенно верно. Есть ли у вас другие советы, как быть порядочным гражданином, ведя себя вежливо? Дай мне подумать. Всегда приветствуется предложение помочь кому-то, если кажется, что он испытывает трудности. Отличный звонок. Я буду следить за подобными возможностями. Что-нибудь еще? Возможно, следите за громкостью в общественных местах, чтобы не беспокоить других. Верно, в этом есть смысл. В тихих местах я обязательно буду говорить тише. Урок 3. Получение высшего образования. Привет, Анна. Я подумываю о продолжении учебы. Что скажешь? Что ж, отлично, Джон. Какую тему вы рассматриваете? Мне очень интересно получить степень в области компьютерных наук. Меня всегда восхищали технологии.
Компьютерные науки в наши дни — такая универсальная и востребованная область. Что вас в этом привлекает? Мне нравится решение проблем, и мне не терпится узнать больше о программировании и разработке программного обеспечения. Это круто. Я вижу, как это на самом деле сыграет на руку вашим сильным сторонам и интересам. Именно так. Мне кажется, это идеальный следующий шаг для меня. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы вернуться в школу? Знаете, на самом деле у меня есть. Я подумывал о получении степени магистра делового администрирования. Ух ты, это впечатляет. Почему вы решили получить степень магистра делового администрирования? Мне кажется, это действительно поможет мне продвинуться по карьерной лестнице в долгосрочной перспективе. Кроме того, мне нравится аналитическая сторона бизнеса. В этом есть смысл. MBA — это очень разносторонняя степень. Вы уже начали искать программы. Пока нет, но я определенно планирую провести небольшое исследование в ближайшее время. Есть так много отличных вариантов. Что ж, я уверен, что вы найдете идеальный вариант. Дайте мне знать, если вы когда-нибудь захотите поделиться идеями. Безусловно, Джон. То же самое касается и вас с программой по информатике. Я с радостью послушаю вас. Спасибо, Анна. Приятно, что у меня есть подруга, с которой можно обсудить эти важные решения. Урок 4. Здоровые привычки. Доброе утро, Анна. Я давно хотела включить здоровые привычки в свой распорядок дня. Есть идеи. Это отличный гол, Джон. Что ж, одна вещь, которая действительно помогла мне — начать день с питательного завтрака. Ах, да, я слышала, что это важно. Какую еду ты любишь есть по утрам? Мне очень нравится миска овсянки со свежими ягодами и небольшим количеством меда. Это так приятно и заряжает энергией. Звучит очень вкусно. Мне придется попробовать. А как же физические упражнения? У вас есть регулярный распорядок дня. Абсолютно. Я стараюсь выложиться на 30-минутную тренировку, будь то быстрая прогулка или занятие йогой. Отлично. Это круто. Я собирался вернуться к тренировкам более регулярно. Начать может быть сложно, но как только вы выработаете привычку, вам станет намного легче. Может быть, мы могли бы как-нибудь потренироваться вместе. Отличная идея. Мне бы очень понравились ответственность и мотивация. Определенно. И не забывайте избегать обезвоживания в течение дня. Я всегда держу под рукой бутылку с водой. Хорошие замечания. Я обычно забываю пить достаточно воды. Какие-нибудь другие советы вы бы порекомендовали? Хорошо высыпаться тоже очень важно. По возможности старайтесь проводить 7-9 часов в сутки. Ах, да, это очень важно. Мне придется поработать над этим. Спасибо за отличный совет, Анна. Урок 5. Путь к преобразованиям. Привет, Анна. Я слышала, что вы недавно отправились в путешествие, которое изменит вашу жизнь. Расскажите мне об этом подробнее. Это было невероятно, Джон.
Я только что вернулась из недельного отдыха в горах, и это действительно изменило меня. Ух ты, звучит потрясающе. Что вы там сделали? Что произвело на вас такое впечатление? Что ж, во многом это была возможность отключиться от технологий и по-настоящему восстановить связь с самим собой. Мы ежедневно проводили сеансы медитации и походы на природу. Восстановить связь с самим собой, да. Похоже, это именно то, что мне сейчас нужно. Приобрели ли вы какие-либо новые привычки или практики во время ретрита? Определенно. Я завела дневник благодарностей, и это очень воодушевляет. А занятия йогой изменили мою жизнь. Я почувствовала себя гораздо более сосредоточенной и сосредоточенной. Дневник благодарности и йога, да. Возможно, мне стоит заняться чем-нибудь подобным. Вы ездили с группой или путешествовали в одиночку? Это был групповой отдых, но из-за небольших размеров здесь царила очень интимная и личная атмосфера. Я познакомился с замечательными людьми, которые теперь стали моими друзьями. Это прекрасно, Анна. Похоже, это очень полезный опыт. Думаю, мне, возможно, скоро придется отправиться в аналогичное путешествие. Тебе определенно стоит это сделать, Джон. Я не могу его порекомендовать. Это была действительно возможность перезагрузиться и сосредоточиться на самом важном в жизни. Хорошо, вы меня продали. Я подумаю о том, чтобы забронировать такой отдых. Спасибо, что поделились со мной своим опытом, Анна. Урок 6. Башня Сиен. Привет, Анна. Вы когда-нибудь поднимались на CN Tower в Торонто? Сиен Тауэр. Ах да, я был там несколько раз. Это довольно впечатляющее сооружение. Я слышал, что это одно из самых высоких отдельно стоящих сооружений в мире. Каково было подняться на смотровую площадку? Это действительно невероятно. Вид с вершины просто захватывает дух. Его можно увидеть на многие километры. И стеклянный пол тоже впечатляет. Ух ты, стеклянный пол. Не уверен, что у меня хватит смелости пойти по этому пути. Разве не кружится голова? Ха-ха, да, поначалу это может немного нервировать. Но это абсолютно безопасно и такое уникальное приключение. Возможно, мне придется набраться смелости, чтобы попробовать его когда-нибудь. Когда на самом деле была построена башня CN Tower? Отличный вопрос. Башня CN Tower была построена в 1975 году как башня связи и наблюдения. Более 30 лет это было самое высокое отдельно стоящее сооружение в мире. Вау, это действительно впечатляет. Я и не подозревал, что оно простояло так долго. Каково было первоначальное назначение башни? Он был построен в основном как передающая башня для теле- и радиосигналов в районе Торонто. Но вскоре она также стала главной туристической достопримечательностью. Понимаю, в этом есть смысл. А наверху у них есть все эти смотровые площадки и рестораны, верно? Именно так. Здесь есть несколько смотровых площадок, вращающийся ресторан и даже прогулка по окрестностям для любителей острых ощущений. Прогулка по краю, да. Мне придется внести это в свой список желаний. Похоже на невероятное сооружение, в котором есть что исследовать. Это действительно так. Если вы когда-нибудь приедете в Торонто,
обязательно посетите CN Tower. Ничто не сравнится с этим. Что ж, вы определенно заинтересовали меня. Скоро мне придется начать планировать поездку туда. Спасибо, что рассказала мне все об этом, Анна. Урок 7. Спортивные традиции. Привет, Анна. Ты смотрел большую игру на выходных? Держу пари, что я это сделала. Это был очень напряженный матч. Что вы думаете о новых изменениях в правилах, которые они внесли в этом сезоне? Честно говоря, я не уверен, что я их большой фанат. Мне кажется, они действительно отошли от традиционного течения игры. Я понимаю вашу точку зрения. Эти любимые нами виды спорта часто имеют богатую историю и культурные традиции. Вам не кажется, что это важно сохранить? Совершенно верно. Многие из этих видов спорта были импортированы из Великобритании в спортивные традиции. Это имело смысл, учитывая, что на многие колонии повлияла британская культура. Это очень хорошее замечание. Я не думала о британском происхождении некоторых из наших самых любимых видов спорта. Удивительно, как со временем они развивались и стали уникальными для нас. Именно так. Возьмем, к примеру, бейсбол. Он берет свое начало в крикете, но превратился в типичное американское времяпрепровождение. Ого, я и не подозревал, что бейсбол возник в крикете. Ты действительно знаешь свою спортивную историю, Джон. Ха-ха, я стараюсь быть в курсе событий. Но всегда есть чему поучиться. Как вы думаете, какие еще виды спорта имеют такое интересное происхождение? Дай мне подумать. Как насчет футбола? Думаю, это связано с древнекитайскими и греческими играми. Вы правы, зарождение футбола уходит корнями в тысячелетии. Удивительно, как эти виды спорта сохранились и распространились в разных культурах. Определенно. Это говорит о всеобщей привлекательности дружеских соревнований и физической активности. Спорт действительно способен объединять людей. Не могу не согласиться, Анна. Есть что-то особенное в том, чтобы поделиться опытом фаната или участника любимого вида спорта. Урок 8. Охота за квартирой. Привет, Анна. Я хотела переехать в новое место. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску квартир в аренду в этом районе? Поиск квартиры может быть таким процессом. Вы пробовали искать объявления в интернете? Это может быть очень полезно. Да, я проверил некоторые из них, но мне кажется, что это немного ошеломляет. Есть так много вариантов, с которыми нужно разобраться. Я вас слышу. Во всех объявлениях легко потеряться. Рассматривали ли вы возможность обратиться к местному агенту по недвижимости? Знаете, я об этом не думала. Есть ли у вас рекомендации по хорошим агентствам по аренде жилья в этом районе? Дай мне подумать. Я знаю, что мой друг пользовался услугами Питера, и у него остались очень положительные впечатления от общения с ними. Питер, понял. Мне придется им позвонить. На что еще мне следует обратить внимание при поиске квартиры? Что ж, обязательно посетите любые потенциальные места лично. Знаешь, фотографии могут быть обманчивыми. Хорошие замечания. Прежде чем что-то подписывать, я обязательно пройду несколько пошаговых инструкций.
И не забудьте спросить о таких вещах, как коммунальные услуги, парковка и удобство. Эти скрытые расходы действительно могут увеличиться. Ах да, скрытые платежи. Я обязательно составлю контрольный список, чтобы учесть все эти важные детали. Похоже на план. Я буду рад помочь вам найти варианты, если вам нужна вторая пара глаз. Я благодарна за это, Анна. Во время поиска квартиры всегда приятно иметь в своем углу надежного друга. Урок 9. Веселый план на выходные. Эй, как дела? У меня такое чувство, что эта неделя только что затянулась. Мне знакомо это чувство. Но привет, по крайней мере, уже почти пятница, верно? Ух, да, слава богу. Не могу дождаться выходных. У тебя есть какие-нибудь интересные планы? Ничего особенного. Просто можно пойти в кино или поужинать с друзьями. Звучит приятно и расслабляет. Думаю, я мог бы просто посидеть калачиком на диване и посмотреть несколько шоу. Звучит отлично. На каких шоу вы особенно хотели бы послушать? Я собирался начать новый научно-фантастический сериал, о котором все говорили. Да, я слышала, что она действительно хороша. Возможно, мы сможем как-нибудь посмотреть серию вместе. Определенно, это было бы здорово. Было бы здорово, если бы с кем-то можно было это обсудить. Абсолютно. Я всегда готов к уютному телевизионному марафону в хорошей компании. Значит, свидание. Я дам вам знать, когда у меня будет возможность начать новое шоу. Звучит неплохо, я буду готова к попкорну. Эта пятница не может наступить достаточно быстро. Вы все правильно поняли. Я отсчитываю минуты до выходных. Урок 10. Любители природы. Эй, вы вчера вечером смотрели документальный фильм об исчезающих видах. Да, я так и сделала. Это действительно открыло глаза, не так ли? Абсолютно. Мне было так жаль этих несчастных животных, что их среда обитания просто исчезает. Знаю, это так душераздирающе. Нам нужно приложить больше усилий для защиты окружающей среды. Определенно. В эти выходные я собирался стать волонтером в местном заповеднике дикой природы. Отличная идея. Мне бы очень хотелось присоединиться к вам. Мы можем внести свой вклад в сохранение природы. Отлично. Было бы здорово испачкать руки и реально изменить мир к лучшему. Совершенно верно. И в процессе мы можем многое узнать о местной дикой природе. Конечно. Мне не терпится увидеть все растения и животных вблизи. Я тоже. Но мы должны постараться ничего не беспокоить. Безусловно, это правильный подход. Нужно быть очень осторожным и уважительным. Определенно. Знаешь, важно оставить все как есть, понимаешь? Не могу не согласиться с этим. Это будет очень полезный опыт. Я это чувствую. Я с нетерпением жду этого. Это будет отличный способ провести выходные. Черт возьми,
Это будет идеальный маленький отдых на природе. Урок 11. Теннисные титаны. Ух ты! Ты вчера вечером смотрел этот грандиозный теннисный матч. Ни за что, я пропустила. Кто играл? Это была битва между Боргом и Макенроем, полная битва титанов. Чувак, я могу себе представить, насколько это было напряженно. Вы все правильно поняли. Эти двое уже много лет соперничают. Такое соперничество действительно делает спорт намного интереснее, не так ли? Абсолютно. Туда и обратно просто электрическое. Определенно. И у Борга и Макенроя тоже очень разные стили игры. Именно так. Классный и расчетливый подход Борга и пламенная страсть Макенроя. Это идеальный рецепт для незабываемого матча. Совершенно верно. Знаете, Боргу было всего 18 лет, когда он начал выигрывать все эти крупные чемпионаты. Ух ты, 18. Это безумие. Наверное, он был полным вундеркиндом. Конечно. Это были первые из нескольких крупных титулов, которые он выиграл в конце 70-х и начале 80-х годов. Удивительно, как многого он добился в столь юном возрасте. Да, этот парень был настоящим теннисным феноменом. Определенно один из великих игроков всех времен. Урок 12. Технологическая трансформация. Ого, вы видели последние технологические инновации, которые только что появились? Нет, в чем дело? Мне всегда не терпится узнать о последних технологических достижениях. Это невероятная новая гарнитура дополненной реальности. Это полностью изменит игру. Дополненная реальность, да. Звучит завораживающе. Как это работает? Что ж, он проецирует виртуальные 3D-изображения прямо в ваше поле зрения. Как будто вы живете в совершенно новом цифровом мире. Ух ты! Это просто потрясающе. Я даже не представляю, какие приложения это могло бы иметь. Верно. Это революционизирует игры, развлечения и даже повседневные задачи. Удивительно видеть, как технологии продолжают таким образом менять нашу реальность. Определенно. Это тоже только верхушка айсберга. Кто знает, какие еще безумные инновации ждут нас на горизонте. Знаю, мне так не терпится увидеть, что ждет меня в будущем. Темпы технологических изменений просто поражают. Вы это сказали. Помните, когда смартфоны были совершенно новыми? Теперь они практически являются продолжением нашего тела. Именно так. Просто безумно, как быстро все это становится новой нормой. Совершенно верно. Мне не терпится заполучить эту гарнитуру дополненной реальности и увидеть мир совершенно по-новому. Бьюсь об заклад, это будет невероятный опыт. Технологии действительно открывают новые возможности. Конечно, будущее приходит к нам быстрее, чем когда-либо прежде. Урок 13. Посетитель тренажерного зала. Простите,
Вы знаете, есть ли в этом отеле тренажерный зал? Мне нравится тренироваться во время путешествий. А, это отличный вопрос. Да, здесь, на втором этаже, есть фитнес-центр. Отлично. Это именно то, что я надеялся найти. Я стараюсь продолжать заниматься спортом, даже когда нахожусь в дороге. Я вас слышу, очень важно вести здоровый образ жизни, даже находясь вдали от дома. Абсолютно. Я считаю, что это помогает мне оставаться энергичным и сосредоточенным во время деловых поездок. Совершенно верно. Кроме того, тренажерный зал здесь очень хорошо оборудован. Насколько я слышал, здесь есть первоклассные кардиотренажеры и свободные веса. Мила, это музыка для моих ушей. Я обязательно посмотрю ее позже. Уверена, вы отлично потренируетесь. Виды с беговых дорожек тоже потрясающие. Еще лучше. Мне нравится хорошенько попотеть, любуясь красивыми пейзажами. Я тоже. Фитнес и отдых — идеальное сочетание, когда вы путешествуете по работе. Не могу не согласиться с этим. Хорошо, я зайду туда через некоторое время. Спасибо за совет. Конечно, рады помочь. Приятной тренировки и отличного отдыха. Сделаю. Еще раз спасибо. Поймайте вас. Урок 14. Советы по повышению производительности. Скажи, Анна, есть ли у тебя советы по продуктивной работе и выполнению поставленных задач? Я всегда стараюсь лучше распоряжаться своим временем. Отличный вопрос. Я считаю, что разбиение крупных проектов на более мелкие и управляемые этапы может быть очень полезным. Ах да, старый подход по принципу «разделяй и властвуй». Понимаю, что это облегчит ситуацию. Именно так. А установление сроков выполнения этих мини-задач мотивирует меня и помогает мне идти в ногу со временем. Хорошие замечания. Но как убедиться, что вы не перегружаете себя и не перегружаете себя? Это очень важное соображение. Я стараюсь реалистично оценивать, чего я могу достичь за определенный период времени. Ах, понятно. Главное — знать свои пределы и идти в ногу со временем. Есть еще какие-нибудь трюки в рукаве? Что ж, я также считаю полезным объединять похожие задачи в одну группу. Так я смогу работать более эффективно. Мне нравится эта идея. Группировка связанных задач имеет смысл. Как насчет устранения отвлекающих факторов? Абсолютно важно. Я стараюсь отключать уведомления и закрывать ненужные вкладки браузера, когда мне нужно сосредоточиться. Ах да, эти цифровые отвлекающие факторы действительно могут снизить вашу производительность. Отличный совет. Определенно. И регулярные перерывы тоже очень важны. Даже быстрая растяжка или прогулка могут зарядить вас энергией. Отлично, я должна иметь это в виду. Спасибо за все полезные советы, Анна. Очень признательна. Конечно, рад поделиться тем, что работает для меня. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы. Сделаю. Еще раз спасибо. Увидимся позже.
Урок 15. Мечта нации. Доброе утро, Анна. Вы слышали об этой вдохновляющей речи лидера движения за гражданские права? Вы имеете в виду ту, где он говорил о своей мечте о стране? Это меня очень тронуло. Безусловно, то, как он нарисовал такое мощное и обнадеживающее видение, было поистине замечательным. Да, слова, которые он использовал, просто захватили сознание страны, не так ли? Определенно, как будто он передавал дух великих пророков древности. Именно так. То, как он говорил о равенстве и справедливости, действительно нашло глубокий отклик. Совершенно верно. И использованные им образы, такие как изображение людей любого происхождения, взявшихся за руки, очень яркие. Неудивительно, что его речь считается одной из самых знаковых и влиятельных в истории. Да, у него был настоящий дар использовать язык, чтобы вдохновлять и объединять людей вокруг общего дела. Определенно. Удивительно, как правильные слова, сказанные убежденно, могут взбудоражить душу нации. Не могу не согласиться с этим. Казалось, что его мечта о более справедливом и равноправном будущем действительно оправдала надежды многих. Совершенно верно. Это мощное напоминание о преобразующем потенциале мощного ораторского искусства. Конечно, эта речь, несомненно, будет находить отклик и вдохновлять будущие поколения. В этом нет никаких сомнений. Это настоящая веха в аналах американской истории и борьбы за гражданские права. Хорошо сказано. Я рад, что нам удалось обсудить глубокое влияние этих вечных слов. Урок 16. Преимущества практики. Привет, Анна. Ты в последнее время занимаешься языковой практикой. Готов поспорить. Это одна из причин, почему я начала регулярно этим заниматься. А, правда. Какие преимущества вы заметили во всей этой практике? Ну, во-первых, моя беглость значительно улучшилась. Кажется, что теперь слова звучат более естественно. Приятно это слышать. Я обнаружил, что последовательная практика– ключ к изучению языка. Определенно. И дело не только в беглости речи, мой словарный запас также расширился. Ах да, чем больше вы используете язык, тем больше слов вы усваиваете. Именно так. Сейчас я постоянно открываю для себя новые выражения и идиомы. Потрясающе! Практика также помогла вам обрести уверенность в себе. Совершенно верно. Раньше мне было неловко говорить, но теперь я чувствую себя гораздо спокойнее. Это просто фантастика. Уверенность в себе– очень важная составляющая беглого языка. Абсолютно. И вы знаете, эта практика даже помогла мне развить навыки аудирования. Хорошие замечания. Погружение в язык действительно творит чудеса с точки зрения его понимания. Конечно. Я просто поражен тем, какого прогресса я добился за относительно короткое время. Настойчивость и регулярная практика– вот в чем ключ, не так ли? Рад слышать, что это приносит вам свои плоды. Урок 17.
маршруты и достопримечательности. Простите, вы случайно знаете, где находится библиотека? Библиотека. Она находится на улице Вязов, прямо напротив парка. Ах, понятно, спасибо. Я новичок в этом районе, поэтому все еще учусь. Без проблем. Парк — прекрасная достопримечательность, которую стоит запомнить. Библиотека находится прямо на другой стороне. Отлично, это очень полезно. Мне было трудно представить, где именно оно находится. Рад, что смог указать вам правильное направление. На улице Вязов сложно не заметить парк и библиотеку. Приятно знать. Спасибо, что вы нашли время дать мне эти указания. Конечно. Я всегда рад помочь новым людям сориентироваться здесь. Это очень любезно с вашей стороны. Позже мне тоже придется прогуляться по парку. Звучит прекрасно. Вам определенно стоит это сделать. Это отличное место для прогулок или просто отдыха. Я учту это. Еще раз спасибо за помощь. Теперь я чувствую себя гораздо менее потерянной. Мы очень рады видеть вас. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по окрестностям. Подойдет. Приятно встретить дружелюбного местного жителя, который так хорошо знает окрестности. Точно так же. Я рад, что смог указать вам правильное направление развития библиотеки. Я тоже. Это очень помогло. Благодарю вас за то, что вы нашли время. Урок 18. Благодарность и признательность. Мне очень понравился твой добрый жест на днях. Добро пожаловать. Я так рада, что смогла помочь. Это было так заботливо с вашей стороны. Это действительно сделало мой день лучше. Рад это слышать. Я просто пытался протянуть руку помощи. Что ж, ваша помощь была неоценима. Я очень благодарна. А, это было ничто. Я просто рада, что смогла помочь. Но для меня это очень много значило. Ты изо всех сил старался. Конечно. Я бы сделал это снова в мгновение ока. Для этого и нужны друзья. Ты прекрасный друг. Не знаю, что бы я без тебя делала. Точно так же. Мне так повезло, что ты есть в моей жизни. Это чувство взаимно. Твоя доброта не останется незамеченной. Спасибо, что вы это сказали. Это действительно очень много значит. Что ж, это правда. Твоя вдумчивость действительно особенная. Ты слишком добр. Я просто рада, что смогла сделать твой день немного ярче. Вы определенно это сделали. Я не могу вас отблагодарить. Урок 19. Разнообразие интересов. Вы никогда не догадаетесь, что я видела в доме соседа. Правда. Что это такое? Я заинтригована. У них есть 1000 книг и винный погреб с регулируемой температурой. Ух ты!
Это отличная коллекция. Наверное, это заядлые читатели и любители вина. Но это еще не все. У них также есть тир и большая коллекция произведений искусства. Тир. Это интересное хобби. А еще коллекция произведений искусства. Похоже, у них разные интересы. Знаю, верно. Честно говоря, я немного завидую всем их классным вещам. Я могу это понять. Похоже, у них довольно впечатляющий дом. Интересно, чем они зарабатывают на жизнь, чтобы позволить себе все эти хобби и коллекции. Возможно, они просто очень увлечены своими интересами и уже давно откладывают сбережения. Возможно, Отличная так и идея. есть. Что Это тебе заставляет меня интересно искать попробовать? новые хобби. Я пока не уверен, но я определенно начну изучать некоторые варианты. Что ж, я с радостью поделюсь идеями с вами. Это может быть новое интересное приключение. Звучит неплохо. Мне не терпится увидеть, какие скрытые таланты я могу открыть для себя. Урок 20. Увлекательное путешествие. Вы никогда не поверите тому интересному факту, что я только что узнал об Англии в 1800-х годах. Расскажи. Мне всегда не терпится узнать историю. Судя по всему, поезда в то время были массивными и довольно медленными, почти как поезд без двигателя. Увлекательно. Я даже представить себе не могу, как выглядели эти поезда. Знаю, верно. Трудно представить себе такой большой и медленный вид транспорта. Интересно, как в то время людям удавалось преодолевать большие расстояния. Наверное, это было тяжелое испытание. Именно так. Поезда были настолько большими и медленными, что на то, чтобы добраться куда-нибудь, ушло много времени. Бьюсь об заклад, у пассажиров было достаточно времени, чтобы хотя бы посмотреть в окна и полюбоваться пейзажем. Это хорошие замечания. Вероятно, это был гораздо более неторопливый и расслабляющий способ передвижения. По сравнению с сегодняшними скоростными поездами, все выглядят совсем по-другому. Могу себе представить, что это было одновременно увлекательно и неприятно, в зависимости от темперамента путешественника. Определенно. Некоторым, вероятно, понравился медленный темп, а другим стало нетерпеливо. Удивительно, как сильно транспорт изменился на протяжении веков. Мне бы очень хотелось когда-нибудь прокатиться на одном из этих старомодных поездов. Я тоже. Это все равно, что перенестись в прошлое и воочию познакомиться с историей. Именно так. Я уже представляю себе, как выглядываю в окно и смотрю на достопримечательности Англии XIX века. Урок 21. Друзья по фитнесу. Привет, Анна. Я слышала, что в последнее время ты не в себе в спортзале. Какие упражнения ты делала? Доброе утро, Джон. Я занимаюсь кардиотренировками и силовыми тренировками. Это действительно помогает мне чувствовать себя сильнее и энергичнее. Отлично. Я сам пытался найти хорошую программу тренировок. Какими кардиотренировками ты занимался? Я чередовал бег, езду на велосипеде и плавание. Важно сочетать эти упражнения для работы с разными группами мышц.
Ах, понятно. Кардиотренировки очень важны для общей физической формы. И силовые тренировки тоже очень важны, верно? Абсолютно. Я много внимания уделяю тяжелой атлетике и тренировкам с отягощениями. Это действительно помогает нарастить мышечную массу. Приятно. Я собирался включить в свой распорядок больше силовых тренировок. Какие-нибудь советы для таких новичков, как я? Начните с некоторых базовых сложных упражнений, таких как приседания, становая тяга и отжимания. Они воздействуют на несколько групп мышц одновременно. Понятно, в этом есть смысл. И как часто вы собираетесь заниматься силовыми тренировками? Я стараюсь заниматься силовыми тренировками 2-3 раза в неделю, а в остальные дни — кардиотренировки. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс. Похоже, это отличный план. Думаю, я попробую. Спасибо за отличный совет, Анна. Совсем без проблем, Джон. Я всегда рада поделиться советами по фитнесу. Расскажите мне, как проходит ваш новый распорядок дня? Подойдет. Мне не терпится начать и увидеть реальный прогресс. Друзья по фитнесу. Урок 22. Погода на выходные. Привет, Анна. Ты проверила прогноз погоды на выходные? Я слышала, что на улице должно быть очень хорошо. Доброе утро, Джон. Да, я видел прогноз и, похоже, будет солнечно и тепло. Идеальная погода для отдыха на свежем воздухе. Отличная новость. У вас есть какие-нибудь интересные планы воспользоваться хорошей погодой? Я собирался пойти в поход или устроить пикник в парке. А как же ты, есть планы? Что ж, я надеялся сыграть в гольф, если погода сохранится. Я уже много лет не играю. Гольф звучит идеально. Свежий воздух и солнце будут так освежать после всей недели, проведенной в заперти. Определенно. Бьюсь об заклад, курсы будут в отличной форме, несмотря на все эти прекрасные погодные условия. Совершенно верно. Это идеальное время года для активного отдыха. Мне не терпится понежиться на солнце в эти выходные. Я тоже. Именно на такую погоду я и надеялся. Мне нужно будет проверить свое расписание и посмотреть, смогу ли я вместе с вами отправиться в этот поход. Это было бы замечательно, Джон. Сообщите мне, свободны ли вы, и мы что-нибудь спланируем. Чем больше, тем лучше. Звучит неплохо. Я посмотрю свой календарь и вернусь к вам. Эти выходные обещают стать настоящим праздником.